Всем привет, меня зовут Стрэндж, и я верю, что люди должны знать правду. Нашу планету посещают и населяют различные виды и расы инопланетян. Одной из самых жестоких рас являются инсектоиды. Им неизвестна эмпатия, сострадание и какие-либо человеческие качества. Они живут, существуют и мыслят в совсем других категориях. Для них мы пища. В некоторых ситуациях еще и инкубаторы. Сегодня я вас познакомлю со страшной историей из солнечной Испании. Как всегда, в целях безопасности моего источника все имена изменены, а документам придан художественный окрас. Итак, я начинаю. Аликанте. Как же ты прекрасен в это время года. Великолепен, грандиозен, свеж и даже волшебен. Карлос вел открытый пикап по песчаной дорожке, прорезанной между высоких деревьев пальмовой рощи Эльче. Сентябрь. Время легкого, светлого тепла. Самое время, чтобы выбраться из суеты миллионного города на побережье Коста-Бланки у ласковых волн Средиземного моря. Пальмовая роща Эльче была выбрана не случайно. И именно здесь 5 лет назад Карлос сделал предложение Кармене, ныне своей супруге, сидевшей по левую руку. Карлос повернул голову к жене и улыбнулся. Кармена ответила ему своей улыбкой. Пусть она сильно располнела за 5 лет супружеской жизни, но все равно оставалась милой, ласковой и доброй. Наверное, это зависит не столько от того, как выглядит человек, а от того, как чувствует, как может отдать добро людям и этому миру. Любовь и нежность захлестнули сердце Карлоса. Кармена внимательно смотрела на его лицо, на волевой подбородок, черную густую щетину, которую ее муж подравнивал каждый день. Сильный хрящеватый нос и цепкие глаза, всматривающиеся на песчаную цепную дорогу. Она также ощущала к нему только любовь. Внутри все как будто быстро поднялось и опустилось. Она провела рукой по его колену и начала поднимать ее выше, коснувшись белых шорт. Но и на этом она не останавливалась. Карлосу нравилось ее немного пухлые ладони, ее умелые пальцы, ее нежность и губы в нужном месте. Повинуясь естественному желанию, он свернул с грунтовки влево, на широкую тропинку, по которой вполне можно было ехать в укромное место. Но въехав на широкую тропу, он понял, что совершил ошибку. Машину начала подбрасывать на кочках. Кармена сначала старалась, но потом выпрямилась, сердито надула губки. «Вечно ты, Карлос, все испортишь!» Мужчина рассмеялся. «Не переживай, Кармен, если я не ошибаюсь, то впереди приблизительно в километре будет Васильковая поляна. Там мы и остановимся, и заночуем». Карлос игриво прижался головой к шее девушки, потрепал и вернулся к рулю. Кармен огляделась по сторонам. «Какое-то глухое место, Карлос. Ой, смотри, смотри!» С пальмовой ветки вверх сорвались 2 тайфунчика, 2 серые маленькие птички, редкие в этих местах. Они раскрыли крылья и понеслись к небесам. 2, прям как мы с тобой, Карлита. Держись, милая. Карлос подал газу, и машину перекинуло через пологую кочку. В просвет грунтовки была видна поляна. Но вот, считай, и приехали. Карлос въехал прямо в поляну, примяв кустарники каких-то неизвестных красных ягод. Солнце медленно клонилось к горизонту. «Милая, нам нужно быстренько найти место для палатки, поставить ее». Мужчина посмотрел на небо. «Мне кажется, здесь будут громадные звезды». Кармена хохотнула. «Если у нас и будет время наблюдать за ними...» «Ой, кстати, смотри, манго!» Женщина в сланцах побежала прямо по поляне к одиноко стоящему дереву. Карлос сразу же понял намек с полуслова. Это означало следующее. «Все правильно, ты, Карлита, ставь палатку, обустраивай быт, в общем, занимайся мужскими делами. А я пока осмотрю окрестности». Как бы то ни было, через час без четверти палатка стояла на удобном взгорке, покрытом редкотравием. Чуть в отдалении Карлос возился с переносным мангальчиком и засыпал в него угли. Кармен бродила по поляне и собирала крупные, величиной с ладонь васильки. Плела венки, и один уже украшал ее высокий лоб. Она подошла сзади и одела венок на голову Карлоса. О мангале, само собой, пришлось подзабыть. Впрочем, как и о романтичных разговорах, клятвах и заверениях в любви. Все это на потом. А спустя время Кармелита лежала головой на груди Карлоса, трепала невысокие курчавые волосы на его груди, целовала. «Ну и дикарь же ты у меня». Карлос хотел закурить, но Кармен запретила делать это в палатке.
Да ты тоже у меня дикарка. Слушай, пошли на свежий воздух. Курить хочется до ужаса. Карлос освободился от объятий супруги, поднял свои шорты с примятого василькового венка. Жалко, раздавили в порыве страсти. Кармен же вышла из палатки просто голой, никого не стесняясь. Зрелище было восхищающим и ранящим, задевающим тонкие фибры в душе, своей грандиозностью, величием и одновременным осознанием своей незначительности. Все небо от горизонта до космической бездны в зените было усыпано звездами, большими и маленькими, пульсирующими и светящимися постоянно, перемещающимися и застывшими на небосводе. Мама Пресвятая Бригитта, как же красиво! Господи, никогда бы не подумал. Кармен не отрывала взгляда от неба. В нашей-то Аликанте звезд почти не видно, как и в любом большом городе. Карлос достал сигареты и присел прямо на траву, курил и всматривался в звезды. Кармен вернулась в палатку и вышла из нее, но уже в футболке Карлоса. Он был крупным мужчиной, и она пришлась ей впору по ее женственному пухленькому телосложению. Кармена села рядом. В этот момент небесное чудо начало дополняться вполне земным. Среди травы, васильков и редкого кустарника то здесь, то там начали появляться желтые огоньки. Сначала 1, 2, но потом многие сотни светлячков стали освещать низкие травы. Цвет светлячков приманил мотыльков, которые спускались к цветам, мазались в нектаре и секрете, которые выделяли светящиеся жучки. Крылья мотыльков тоже начинали светиться. Карлос и Кармена завороженно любовались зрелищем, обнимались и не могли отвести взгляд. Мотыльки сцеплялись в полете, к их лапкам цеплялись светлячки, формируя светящиеся комочки. Живые фонарики набирали высоту и опадали вниз, рассыпаясь угасающими на ветру живыми искорками. Внезапно Карлос услышал, точнее не столько услышал, сколько почувствовал движение. Что-то быстро надвигалось сзади. Послышался опасный скрежет и шуршание. Кармен подпрыгнул. «Что это, змея?» Карлос оглянулся, но ничего не увидел. «Сейчас, подожди». Он побежал к палатке за фонариком, но, выйдя из нее, ужаснулся. Вокруг Кармен по земле ползали 3 громадные твари, со стороны больше похожие на муравьев. Лицо Кармен не выражало страха, на нем было скорее просительное или ироничное выражение. Одна из тварей вздыбилась на задние лапы. Карлос ухватил фонарик и ринулся вперед. «Отстаньте от нее, прочь!» Он понятия не имел, что это за твари, но ринулся вперед в стремлении защитить свою жену. «Беги, Кармен, беги!» Но женщина оставалась неподвижной. Одна из насекомоподобных тварей, будто из кадров фильмов ужасов, протянула свои длинные иглообразные конечности к женщине, обхватила ее и стала укладывать на спину другого существа. Карлос взвыл и с разбегу врезался в существо, удерживающее Кармен. «Отпусти ее!» Тварь продолжала методично выпускать из себя тонкие жгуты и увязывать женщину на спине второго чудища. Кармен хохотала, как будто сошла с ума. Внезапно Карлос ощутил чувство провала, будто он летит куда-то в пропасть. Все вокруг почернело, он перестал видеть. В голову вползал звук, сформированный из пощелкиваний и шипения, который сменился вполне различимым каркающими словами на испанском языке. Тон был повествовательным, высокомерным. Карлосом овладело безразличие, будто все происходящее не с ним. Сквозь тьму Карлос чувствовал, как его укладывают на прочную пластину панциря гигантского насекомого. Увязывают. Краем руки и торсом он чувствовал Кармену. Если бы он мог видеть, то немного поодаль увидел бы еще одно существо, зеленовато-синее, сливающееся с тьмой и пальмовой рощей. Это был громадный богомол, вздевающий перед собой длинные клинообразные широкие лапы. Шевелящиеся усики на треугольной голове были направлены в сторону Карлоса и Кармены. В голове Карлоса стали появляться приятные образы. Он не мог объяснить, чем они были приятны. Чарующее сочетание цвета и звуков в постоянном хаотичном движении. Приятное для психики. Мужчине казалось, будто что он видит сейчас. Он хочет, нет, даже не хочет, а именно должен видеть в этот момент. Теряя сознание, Карлос улыбался. Он очнулся в подземном гроте с круглыми стенами. Голова нестерпимо болела. Карлос схватился за нее ладонями, сжал и застонал. Боже, как больно, больно. Он упал вперед и поджал ноги к животу. Больно!
Боль заглушала все, ослепляла и оглушала. Он даже не думал о судьбе Кармен в этот момент. Он буквально сходил с ума. Вскинувшись, он разогнулся и ударился головой о стену подземного грота. Стена оказалась твердой, как будто покрытой керамическим материалом. Боль в голове заглушила боль от удара о стену. Карлос хотел удариться еще раз, лишь бы только потерять сознание, но голос в голове прозвучал вновь. Боль начала отступать, улеглась через минуту. От нее не осталось и следа. Пространство в гроте подрагивало, воздух казался плотным, сильно пахло аммиаком. Руки дрожали, да и голова тоже. Карлос огляделся по сторонам, и источником света служили сами стены. Они были неровно покрыты светящейся желтоватой жидкостью. Карлос еще подумал тогда. Свет прямо как у светлячков. «Что здесь происходит? Что это? Что это все значит? Кто вы?» Все казалось до одури странным, но единственное, что подсказывал разум, так это вариант с похищением. Их просто похитили, а перед этим накачали наркотиками. Но как? Откуда? Когда? Мысли о похищении рассыпались сами собой, когда в грот через узкий лаз вползло человекообразное существо, одетое в обрывки красной рубашки. Существо поднялось на ноги. Карлос смотрел широко открытыми глазами. Это было не страшно. Нет, это было скорее жутко. Существо сочетало в себе признаки насекомого и человека. Вполне обычные руки с заостренными хитиновыми когтями, ноги с такими же ороговевшими отростками на пальцах, но вместо человеческих глаз на Карлоса смотрело два безжизненных фасеточных сегмента. Из головы торчали черные усики, как у муравьев. «Нет, я не хочу!» Карлос попытался убежать, но тварь переградила ему дорогу, обхватила. Кожей Карлос ощутил мягкие пушистые ворсинки, как будто у шмеля. Тварь держала его, прижимала к себе, а потом отбросила к стене. Голос был человеческим. Тварь раскрыла рот, из которого наружу вывалились короткие слюнявые жвала. Карлос снова поднялся и побежал на чудовище, пытаясь ударить в него корпусом, сбить с ног. Неистовство проснулось в душе, ярость, но все вмиг опало, обрушилось болью в голове. Тварь заскрипела голосом. Тварь не выражала никаких эмоций, гнева или сострадания. Она просто смотрела желтыми глазами без зрачков, шевелила короткими жвалами во рту и усиками на голове. Карлос осел по стене. Он видел Кармен, обнаженную и опрокинутую навзничь. Над ней двигались двое приземистых, согнутых насекомоподобных чудищ. Их тела состояли из наползающих друг на друга хитиновых пластин. Чем-то они напоминали гусениц, стоящих вертикально. Одно из существ опутало Кармен усиками жгутов. Они сильно сдавили ее полные ноги и руки, удерживали, а второе существо без малейших колебаний отсекло конечности женщины. Они упали вниз, но их тут же забрали другие насекомые, меньше размером. Кровь лилась прямо на землю. Сама же Кармен смеялась, говорила какую-то нелепицу, не оказывала ни малейшего сопротивления. Она прекратила смеяться только в тот момент, когда приземистая тварь рассекла ее живот ниже пупка, а вторая стала закладывать сквозь разрез копошащуюся личинку размером со спаниеля. В голове Карлоса раздалось. Карлос не мог вымолвить ни слова. От боли и шока он смотрел перед собой, слегка раскачивался. Это был ступор. Тварь подошла ближе. Будущему потомству. Карлос содержался в подземном гроте. Не упускали никуда и при этом насильно кормили сладковатой, жидкой смесью. В грот вползали невысокие существа, больше похожие на клопов. Прижимали мужчину к земле, затем появилось другое существо, похожее на жирную муравьиную матку, ростом не менее 2 метров. Матка дрожала, вибрировала и медленно вползала внутрь. Наползала на мужчину и впихивала в его рот раструб, через который подавалась жидкость. В первый раз раструб выбил зубы Карлосу. Больше он не мог даже пытаться откусить его. Он просто принимал то, что заливали ему в рот. При этом раструб вползал прямо в горло, не давая подавиться или захлебнуться. Карлос сошел с ума. Он не кричал и не звал на помощь. Почти все время он спал. Так прошла неделя, а может и месяц.
Тварь каждый день ощупала его тело, оттягивала начиненную жиром кожу. По прошествии нужного срока Карлос был обожен до костей выводком маленьких новорожденных гибридов, произошедших на свет от инсектоидов и его кармены. Если вы думаете, что это не доказательство существования инопланетян, то вы правы. Доказательств намного больше, и на нашем канале мы раскроем все тайны и доказательства их присутствия. Подписывайтесь на канал и высылайте мне на почту свои истории, связанные с пришельцами. Контакты вы найдете в разделе о канале. Вместе мы заставим власти всех стран раскрыть всю имеющуюся у них информацию. Ведь люди должны знать правду.